Добрый вечер, дорогие друзья. Я очень рад вас всех видеть, приветствовать в эти дни в Сириусе. Уже закончился, да? Закончился 5-й международный конгресс молодых ученых. И хотел бы поприветствовать всех вас, участников, ну и, разумеется, всех тех, кто в Сириусе находился с этим событием. Мы, когда принимали решение о начале работы таких мероприятий, думали о том, как это организовать, конечно, рассчитывали на то, что этот конгресс будет серьезным, массовым и будет вызывать интерес у тех людей, которых мы предполагали собирать на этой площадке. Но, честно говоря, для меня все-таки неожиданным является то, что вот сейчас на этом 5-м конгрессе собралось уже 8 тысяч человек из более чем 100 стран. Это все-таки очень хороший показатель того, что цели, которые мы перед собой ставили, когда организовывали или думали о проведении таких мероприятий, достигнуты. А главная цель заключалась не в том, чтобы преодолевать какие-то барьеры, там, связанные с внешними ограничениями. Цель заключается в том, и заключалась в том, чтобы создать площадку для свободного общения и обмена мнениями, идеями, установления новых контактов между теми людьми, которые хотят заниматься наукой. Потому что наука, так же, как и искусство, спорт, они должны быть вне политики, они должны объединять людей. Конечно, есть специальные исследования, есть сугубо прикладные, связанные с оборонными отраслями. Да, все государства в мире так или иначе стараются подзакрыть эти темы. Но что мы знаем с вами? Знаем, что, несмотря на все усилия государств по этим направлениям, все равно становится достоянием всего человечества. Начиная с пороха, который был изобретен когда-то в Китае, и как бы там ни закрывали тогдашние власти, все равно все стали обладателями пороха. То же самое касается и наиболее разрушительных средств поражения, ядерного, ракетного оружия. Всем хорошо теперь известно, что изобретатели ядерного оружия практически сознательно делились друг с другом этой информацией с целью создать в мире баланс и тем самым гарантировать стабильное развитие различных государств в мире между собой, создать условия, при которых никто не решился бы применять это разрушительное, ужасное по своей силе оружие. Вот и мы изначально стремились к тому, чтобы был такой свободный обмен мнениями и устанавливались хорошие связи между, прежде всего, молодыми исследователями. Конгресс является одним из самых авторитетных и значимых мероприятий, которые проводятся в нашей стране. И по традиции здесь представлено абсолютное большинство отечественных университетов, научных институтов. Направления самые разные, вы и сами представляете разные направления исследований. Это и биотехнологии, материаловедение, энергетика, да и много-много других направлений исследований. Молодые ученые определяют нестандартные конкурентоспособные разработки, но что мне особенно приятно отметить, что практически все ведущие российские компании так или иначе принимают участие и не только вот в данном конкретном мероприятии, но и на протяжении всего года от одного конгресса к другому, работают вместе с нашими исследовательскими центрами, работают вместе с нашими учеными и прежде всего, конечно, с молодыми учеными, формулируют заказ, являются соучастниками этого процесса, ну и потом, естественно, создают рынок для того, чтобы использовать новейшие разработки. Присматриваются, конечно, и к исследователям для того, чтобы потом иметь возможность с ними продолжать контакты или кого-то напрямую приглашать на работу. Таким образом, сотрудничество между государством, бизнесом и ученым сообществом ученых, безусловно, призвано к тому, чтобы вместе добиваться максимального результата для развития современных технологий, ну, в конечном итоге для развития государства, в данном случае экономики, в данном случае, конечно, мы имеем в виду прежде всего российское государство. Но о том, как мы сотрудничаем с иностранными партнерами, я чуть ниже тоже скажу.
Мы, безусловно, будем наращивать такое взаимодействие. И от имени государства, и по линии государства, безусловно, будем и дальше софинансировать работу ведущих ученых в рамках грантов по целому ряду направлений. Ну, вот один из этих грантов, он представлен недавно, грант имени Евгения Павловича Велихова. Я знаю, что один из победителей первого конкурсного отбора здесь среди нас – это Федотов, да, Станислав? Где он? Вы расскажете, да, нам о том, как шла эта работа, и, может быть, какие-то есть соображения по поводу того, как нам лучше организовать эту работу в ближайшем будущем. Наряду с финансированием научных проектов, уже оказываемым тем, которые получают прямую поддержку со стороны государства, самым талантливым исследователям, которые только начинают свой путь в науку, мы думаем о том, как помочь этим людям, как выстроить работу с ними. Но вот начиная с 2024 года в общей сложности 1000 аспирантов со всей страны, в том числе из научных и образовательных организаций Донбасса и Новороссии, получают стипендию в размере 75 тысяч рублей ежемесячно. А решение ввести такой особый механизм поддержки лучших из лучших было принято также в ходе встречи с участниками Конгресса молодых ученых. Это мы, по-моему, Андрей Александрович, в прошлом году, да, позапрошлом, да? Да, вот, обсуждали это по инициативе коллег ваших, с которыми я тогда встречался. Вот и сделали это. Кандидата на особую повышенную стипендию выбирает научный руководитель, что, на мой взгляд, тоже важно, поскольку это не делают какие-то административные структуры. Знаю, что у нас здесь присутствуют на встрече и аспиранты, которые получают такую стипендию. Надеюсь, что вы чувствуете какую-то поддержку. Хотя ясно, что 75 тысяч рублей – это тоже не весь какие деньги, но все-таки это... Я в свое время получал повышенную стипендию, она была 40 рублей, и был очень рад этому. Сейчас другая жизнь, другие требования, и понятно, стоимость жизни другая, вообще все другое. Но мы надеемся, что это вас хоть как-то поддерживает. Со своей стороны будем делать все, чтобы такая поддержка продолжалась, и вы чувствовали, что она есть. Ну и те люди, которые начинают вот эту работу в качестве молодых исследователей. Это все. Я на этом хотел бы закончить монолог. С удовольствием передаю вам слово. Пожалуйста, кто хотел бы это слово взять. Прошу вас. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Александр Смыков, да, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет. Работаю директором департамента развития, также преподаю на кафедре отопления и вентиляции, возглавляю региональный совет молодых ученых и с 2023 года вхожу в Координационный совет по делам молодежи в научно- и образовательных сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. Как называется ваша кафедра? Да? Кафедра отопления и вентиляции. Я преподаю и вентиляции. Отлично. Я преподаю в строительном университете, мы занимаемся энергоэффективными технологиями, возобновляем энергетику в том числе. Если сказать по-простому, отопление и вентиляция. Деньги на ветер. Да? Топим и вентилируем. Ладно, шучу. Извините, пожалуйста. Вообще, конгрессы молодых ученых – это для меня личная история. На первый конгресс я приехал только-только выпускником аспирантуры, а сейчас я уже принимаю участие в конгрессе как соорганизатор, как член координационного совета, кандидат технических наук, ну и руководитель собственного научного направления, собственной научной лаборатории в университете. Мне бы хотелось поделиться с вами и с присутствующими статистикой, которая меня всех больше удивила. Вы упомянули количество участников, но ведь еще было количество заявок достаточно большое. Не все прошли отбор. Более 16 тысяч заявок мы получили. Это впечатляющее количество. Вы упомянули, что более 100 стран направили своих представителей на Конгресс молодых ученых, и это по-настоящему ценно для нас, потому что, вот просто приведу пример, буквально сегодня председатель Координационного совета Никита Владимирович Марченков подписал соглашение с Всеафриканским студенческим союзом,
который объединяет более 170 миллионов студентов африканских стран. И помимо того, что это соглашение, конечно, рамочный характер имеет, мы надеемся, что это позволит нам проводить исследования в тех научных направлениях, которые актуальны как для нашей страны, так и для стран африканского континента. Еще что касается статистики, вот меня лично удивила такая цифра, что каждый пятый кандидат наук в возрасте до 29 лет и каждый третий доктор наук в возрасте до 39 лет сейчас находится на Конгрессе молодых ученых. Это показывает вот такой качественный состав людей, которые приезжают на Конгресс. Хотелось бы еще отметить выставочную экспозицию. Безусловно, и на первом конгрессе она была богатой и представительной, но даже по сравнению с прошлым годом, с 2024, заметно, что очень сильно увеличилось количество именно бизнес-партнеров. Тоже вы упомянули. Для ученых это, конечно, важно, что реальный сектор экономики интересуется исследованиями, а мы имеем возможность прямого контакта с представителями индустрии. Также Конгресс является очень важным мероприятием и для регионов. Я приведу как пример родной регион, Нижегородская область. В 2021 году молодая команда Совета молодых ученых, тогда еще только-только воссозданного, приехала на первый Конгресс молодых ученых. Сейчас мои коллеги уже возглавляют факультеты, руководят грантовыми конкурсами. И все вместе мы сейчас работаем над очень амбициозным проектом для нашего региона, флагманским. Это IT-кампус международного уровня Неймарк. Команда, именно вот это сообщество научное, оно сложилось тогда на первом конгрессе молодых ученых. Хотел бы еще упомянуть мероприятия «Спутники», которые очень близки моему сердцу. Мероприятия «Спутники» Конгресса молодых ученых, они проводятся в преддверии Конгресса молодых ученых. Первые мероприятия «Спутники» прошли в 2022 году, в первом году десятилетия науки и технологий. Они прошли на Камчатке и на Ямале. Мне посчастливилось поучаствовать в мероприятии на Камчатке. Сейчас, кстати говоря, эти площадки являются постоянно действующими. Вот этот формат решения наукоемких задач, который выставляет регион, при экспертной поддержке Минобрнауки России собирается команда ученых и решает эти задачи, она, что называется, зашла очень регионам. И каждый год проводится минимум 3 мероприятия спутника. В этом году они прошли в Анапе, в Туле и на острове Сахалин. В 2 из них мне тоже посчастливилось принять участие в качестве модератора научного творческого коллектива. И в завершение речи мне бы хотелось сказать, что действительно вот мы чувствуем эту объединяющую роль Конгресса, которую он в себе несет. Ведь помимо деловой программы Конгресс в себя включает и утреннюю спортивную программу, и вечернюю, может быть, не очень спортивную программу, но тем не менее вот это общение без галстуков, оно позволяет наладить то самое пресловутое межотраслевое взаимодействие, ту самую коммуникацию между учеными, которая очень ценна. Владимир Владимирович, мы очень благодарны вам, что вы всегда, год из года, находите в своем графике время для встречи с молодыми учеными. Мы чувствуем важность этого для вас, и нам это очень приятно. Спасибо вам большое за вашу поддержку. Александр Анатольевич, вы сказали очень 2 важные вещи, для меня во всяком случае. Вы сказали о формировании команд. Вот в первом случае упомянули о том, что ваша команда сложилась на Конгрессе молодых ученых. Это здорово. Это значит, что мы все-таки достигаем и таких вот как бы параллельных целей, сопутствующих целей организации подобных мероприятий. Это действительно очень важно. Это первое. А второе, что значит формирование команд для решения региональных проблем. Это точно совершенно предложил один из участников, по-моему, года 2 или 3 назад, представитель какого-то из регионов, сказал, что что было бы очень полезно, чтобы работа в рамках Конгресса молодых ученых имела такой региональный разрез, и чтобы можно было формировать какие-то коллективы для решения именно региональных проблем. И вот видите, это получается. Мне это очень приятно слышать. Повторяю, если есть какие-то соображения в этой связи, если есть какие-то соображения по поводу того, что можно было бы сделать дополнительно, вы, пожалуйста, не стесняйтесь, формулируйте эти вещи. Потому что вот видите, вот то, что ваши коллеги там 2-3 года назад формулировали, мы стараемся делать, и это работает. Это очень здорово. Так, пожалуйста. Все еще.
Здравствуйте. Гнилуш Анна. Я являюсь директором Института ветеринарной медицины, зоотехнии и биотехнологии Кубанского госагроуниверситета. Я окончила обычную сельскую школу одного из хуторов Василковского района Краснодарского края. Понятно, выбор профессии был связан с АПК, ну что логично даже в семье фермеров. Попав в академическую среду, Есть женщина в наших семьях. так точно. Здорово. Попав в академическую среду, к интересному наставнику поняла, что свою жизнь свяжу с наукой. Сейчас я кандидат сельскохозяйственных наук, и так же, как и Александр, я являюсь частью координационного совета. Мы не только организация людей с разных регионов страны, но мы из разных организаций. Это представители молодых ученых не только вузов, научно-исследовательских институтов, но это представители корпораций Росатома, Роскосмоса, подведомственных организаций Минсельхозу, Минздраву, оборонно-промышленному комплексу. Мы совершенно разные, но в то же время мы все работаем над одной большой работой, связанной именно с популяризацией науки не только среди студентов, но и среди школьников, которые бывают даже не 10-11 класс, а намного младше, что тоже особо ценно вовлекать их в науку. Мы ведем большую методологическую работу, в частности, я и мои коллеги по цеху из АПК, мы являемся экспертами премии в области науки и инноваций для молодых ученых. Эта премия сейчас стала настолько популярна среди молодых ученых. Буквально вчера была сессия, был аншлаг. То есть вы один из тех специалистов, которые принимаете решение, кому присуждать эти премии, да? Мы отсматриваем и выбираем ребят, чтобы была правильно оформлена работа, и, безусловно, показываем какие-то определенные рекомендации по тем характеристикам работ, которые они подают. И аншлаг на этой сессии был действительно огромный. Многие молодые ученые, во-первых, пообщались уже с лауреатами премии. Это было очень важно. С бывшими лауреатами, да? Да, здесь. Те, которые уже получили. Да, которые уже получили. И позадавали им вопросы, узнали о правилах, особенностях подачи на эту премию. Это вызывает особый интерес. И самое главное, престиж премии, он существует среди сообщества молодых ученых. Мы этой премии рассказываем. И количество, и качество, самое главное, качество заявок, поданных работ с каждым годом все лучше и лучше. Также мы работаем, страна большая, федеральных округов много, но мы организовали работу Координационного совета так, что есть курирующие члены Корсовета по федеральным округам. В частности, я работаю по Южно-федеральному округу и с нашими историческими территориями, вовлекая наших молодых ученых, рассказывая о возможностях науки, о грантах, о мерах поддержки, о возможности обмена опытом. И поэтому для нас и на съезде молодых ученых, и на Конгрессе наши встречи являются важной возможностью пообщаться, пообмениваться опытом, а самое главное — это возможность создать междисциплинарные проекты, потому что это та площадка, где могут физик пообщаться с химиком, биолог пообщаться с информатиком. Я даже уже сейчас вижу на своем вузе у коллег такие яркие примеры формирования междисциплинарных проектов даже вузов и НИИ с разных регионов. Это особо для нас ценно и особо важно. Поэтому и даже мы специально с коллегами из Корсовета сделали интерактивную карту наших советов молодых ученых, студенческих научных сообществ на платформе Science ID. Сейчас уже там 1000 таких сообществ. По Южно-федеральному округу и на исторических территориях у нас 100 советов молодых ученых, студенческих научных сообществ. И это не только лишь точки на картах, это люди, это действующая работа, это интересная работа. И от себя лично, и от моих коллег, и по Южно-федеральному округу, и от новых территорий, от всей страны, молодых ученых. Огромное спасибо за ваше неравнодушие к Конгрессу. И, безусловно, спасибо нашему наставнику Координационного совета Андрею Александровичу за то, что он нас всегда поддерживает и дает нам действительно такие ценные советы, которые мы уже воплощаем в жизнь. Спасибо. Андрей Александрович один из авторов проведения этих конгрессов, так что я всегда помню об этом, и спасибо, что вы об этом тоже сказали. Если вы, повторяю еще раз, только что упомянул об этом, и обращаюсь еще раз ко всем, если вы считаете необходимым что-то добавить, что-то поправить, не стесняйтесь, пожалуйста, говорите. Да? Ну, я не требую этого прямо сейчас, что вы придумали там из головы любой ценой. Нет. Ну, вот если идеи есть какие-то, что можно улучшить, что добавить, пожалуйста, мы по-честному, мы для этого как раз и собираемся. Спасибо. Спасибо. Вам успехов. А вы
дальше планируете вот сами лично как-то развивать там, до уровня докторской диссертации там, или как-то двигаться в этом направлении Обязательно. исследовательской деятельности? Обязательно. Я уже и очень много как бы с коллегами работаю на проектах, и, безусловно, в рамках программы «Приоритет 2030», в которой мы участвуем, что тоже особенно ценно, количество и материала, интересных проектов, которые наукоемкие и будут уже как бы логичным завершением в виде докторских диссертаций, конечно же, планируем. А что является приоритетом в ваших исследованиях? Это биотехнологии ВПК. Да, Биотехнологии? Биотехнологии для агропромышленного комплекса. В частности, это биопрепараты для сельского хозяйства. Ну, я работаю в области животноводства. Ну, вы нас не будете кормить геном модифицированной продукцией? Нет. Это только лишь продукты микробного синтеза, полученные. Быка размером с этой комнаты нам не будете давать Мы на обед? работаем на качество. Очень бы хотелось. Спасибо. Так, пожалуйста, коллеги. Кто еще? Уважаемый Владимир Владимирович, я Шелков Кирилл, аспирант и преподаватель Московского авиационного института. Работаю в области прочности аэрокосмических систем. И в этом году я стал одним из 2 лауреатов стипендии президента Российской Федерации для аспирантов в нашем вузе. И отбор был в этом году серьезный. Конкурс составил 10 человек на место. И оценивались и активность аспиранта, научная активность, и научного руководителя, и самое главное, конечно же, перспективность и важность самого исследования. И мое исследование связано с разработкой новых численных методов для исследования прочности конструкции и современных материалов. Работу это выполняю под руководством доктора физико-математических наук Салеева Юрия Олеговича. И наша основная цель – это создать практический инструмент, который основан на передовых знаниях в области механики деформированного твердого тела и развития этой научной школы. И получение стипендии позволило мне полностью посвятить себя этому делу. До этого мне приходилось совмещать и работу в одной из аэрокосмических предприятий в качестве инженера, и учебу в аспирантуре, и работу над диссертацией, и преподавательскую деятельность в рамках аспирантской практики, и создавать семью при всем при этом. Теперь же я могу полностью сосредоточиться над своей исследовательской работой и полноценно заняться педагогической работой. И сейчас я вот, например, веду 2 лекционных курса для студенток старших курсов и дополнительно еще развиваюсь как и молодой преподаватель. И стипендия, да, и самое главное, этот путь прошел не только я, но и многие другие лауреаты, с которыми мне удалось пообщаться на полях Конгресса. И стипендия эта стала для нас не только финансовым поддержкой, но и мощным стимулом и большой ответственностью. И я, и другие лауреаты хотим поблагодарить за ее значительный размер, потому что это действительно помогает свободно заниматься наукой. Кирилл Андреевич, вы сказали, что вы занимались и научной деятельностью, и административной, и семью создавали. Да? Да. А детки есть у вас? Пока нет, планируем. Займитесь и этим вопросом. Теперь есть возможности. Вот. На этом тоже нужно сосредоточить необходимое внимание. Мы сознательно пошли на принятие некоторых решений, которые привели к уменьшению, к сокращению количества аспирантов. Оно действительно сократилось, особенно среди молодых исследователей. Делали это сознательно для того, чтобы человек не воспринимал работу над кандидатской диссертацией просто как продолжение образования и получение соответствующего документа о более качественном образовании, а делали это сознательно для того, чтобы привлечь в аспирантуры людей, которые осознанно делают выбор в качестве выбор для того, чтобы заниматься именно исследовательской работой, научной работой. И в целом это, на мой взгляд, получается, потому что
количество молодых совсем аспирантов уменьшилось, но количество аспирантов где-то в районе 35 лет увеличилось. И, на мой взгляд, это говорит о том, что выбор более является осознанным для для людей, которые выбрали для себя такую стезю, как научная деятельность. В целом, мне кажется, это все нормально работает. Вы это чувствуете, Кирилл Андреевич? Да, конечно, безусловно. То есть я теперь полностью, буквально каждый день работаю над своей работой, и это позволяет и ускорить ее внедрение в практическом русле. Вот, по сути, вы над новыми материалами работаете, да? Ну, над инструментами, которые позволяют их изучать и исследовать. Вот. И у нас есть, в принципе, хорошая база для этой работы, которая еще с советских времен сложилась. Ну, конечно, это прежде всего было связано с оборонными отраслями. Я имею в виду те особые материалы, которые применялись и применяются при строительстве кораблей военно-морского флота, прежде всего атомного военно-морского флота. Наши атомные ракетоносцы, значит, они строятся из материалов, имеющих особые качества под водой. Это огромная нагрузка под водой, ну и многие другие вещи. Это особые материалы, которые применяются в ракетостроении. У нас очень богатый опыт и школы хорошие. Ну, конечно, все требует постоянного обновления и постоянных усилий по всем направлениям этой работы. Это очень важно. И я искренне хочу пожелать вам успехов. Спасибо. Так, пожалуйста, коллеги. Уважаемый Владимир Владимирович, меня зовут Барулин Александр, ведущий научный сотрудник Московского физико-технического института. Ранее я работал над научными исследованиями за рубежом по направлению исследований оптика и фотоника. И с опытом у меня сформировалось научное направление довольно интересное, которое представляет собой синергию анализа одиночных молекул и фотоники. Соответственно, в рамках данного направления я победил в конкурсе молодежного мегагранта, то есть вот мегагранта для молодых ученых, который был запущен в 2024 году. И сейчас проект, собственно, выполняется по сей день в стенах Центра фотоники в двумерных материалах МФТИ. Хотел бы отдельно поблагодарить, собственно, за данную программу, которая действительно помогает разрабатывать свои идеи, собственно, и является платформой для внедрения разработок в России, собственно, на основании опыта за рубежом. В рамках гранта, собственно, мы предложили создание такого переносного сверхчувствительного сенсора, который в будущем потенциально можно использовать для быстрой и ранней диагностики заболеваний и, например, по месту, собственно, требования. И вот уже в рамках работы, соответственно, мы построили оптическую установку, разработали программное обеспечение и представили вот первую переносную оптическую платформу сверхчувствительного сенсора, что, вот, собственно, является довольно новой технологией, которую мы в будущем также хотим далее улучшать и в итоге внедрять. Соответственно, хотел бы обратить ваше внимание на то, что в фотонике, в микроэлектронике, что является смежной областью, довольно важной технологией является электронно-лучевая литография, которая, собственно, улучшение которой, то есть увеличение числа таких систем в целом в научных центрах России могло бы ускорить решение многих научно-технических задач, собственно, в этих отраслях. И, наверное, хотел бы обратить на это ваше внимание. И, наверное, в заключение хотел бы также сказать, что Московский физико-технический институт в следующем году будет отмечать свой юбилей. Поэтому от лица молодых ученых, студентов хотел бы пригласить вас, собственно, к нам в гости 25 января 2026 года, собственно, на День студента. Александр Владимирович, спасибо большое. Я хочу вас попросить повторить, на что вы
просили меня обратить внимание. Про электронно-лучевую литографию. Да, ну и что конкретно? Это, соответственно, технология, с помощью которой можно создавать как бы платформы структур, но это и нужно для микроэлектроники, и для фотоники, то есть это создание каких-то нанообъектов, в том числе там наноантенны, какие-то транзисторы, то есть много вот таких наноразмерных вещей на чипах. Значит, я, поверьте, отдаю себе отчет в том, насколько это важно. И в целом работа над проблемами микроэлектроники, нам заново многие вещи надо создавать или поддержать уже созданное. Я понимаю, что это очень важно, но я не понимаю, что от меня нужно. Вот обратите внимание, что обратил дальше, что вот вы ожидаете, что я должен был бы сделать конкретно. Я не шучу, Александр Владимирович, это правда, это имеет практическое измерение. Наверное, есть два предложения. То есть одно, либо увеличить количество таких систем в научных центрах, то есть таким образом появится больше доступа и задачи, которые, собственно, постоянно растут и достаточно востребованы, будут быстрее решаться, поскольку такие системы, насколько мне известно, достаточно перегружены. И либо второй вариант, возможно, это может быть комплементарный вариант, рассмотреть возможность запуска проекта, то есть отечественного научного приборостроения по разработке, собственно, отечественного электронного литографа. Наверное, вот два таких варианта. Да. Андрей Александрович, вы пометьте, пожалуйста, ладно? Спасибо, мы пометили. Вот мы как раз с Валерием Николаевичем обменялись сейчас быстро мнениями. Во-первых, это вопрос о создании, может быть, специального гранта, и мы подумаем, как лучше это сделать. А вторая вещь, вот Валерий Николаевич сказал, что, может быть, целевым образом сделать либо передовую инженерную школу, которая была нацелена на это решение этой задачи в московском физтехе, тем более, что там есть положительный опыт того, как они используют такие инструменты. У нас правительство этим занимается и обращает на это большое внимание. И председатель правительства лично привлечен к решению вопросов в целом в этой сфере. Валерий Николаевич, пожалуйста. Да, Владимир Владимирович, у нас инструмент передовых инженерных школ есть, как Андрей Александрович сказал. Мы на будущий год делаем новый отбор. Это один вариант. Второй, мы обменивались с Александром, это возможность молодежной лаборатории. Они у нас тоже хорошо себя зарекомендовали. И мы порядка 200 лабораторий на будущий год будем создавать. И по этому направлению, по литографии электронно-лучевой тоже предусмотрим. Ну и плюс наш опыт первый сделать по программе мегагрантов гранты не только для ведущих ученых, но и для молодых ученых показал, что они востребованы, потому что было тогда 17 заявок. Мы 2 победителя отобрали. Один уехал в Челябинск, Южноуральский госуниверситет. Коллега вот работает в МФТИ. И мы очередной конкурс, мы его сейчас организуем с РНФ. Мы с Андреем Александровичем обменивались. Мы количество таких грантов для молодых ученых увеличим. Да. Спасибо, что вы поддерживаете. Так, не нужно себе присваивать инициативу реализации этой идеи. И инициатива принадлежала как раз нашим мегагрантникам, таким вот большим ученым, которые работали у нас и которые на одной из встреч сказали, что они бы очень хотели поддержать российских молодых исследователей, продолжателей тех грантов, либо по соседним дисциплинам, которыми они сами занимаются в России. И на мой вопрос, а что нужно сделать? Надо создать для них условия, перспективу уверенной работы над их выбранными ими темами на протяжении нескольких лет. Вот отфинансировать в течение нескольких лет их работу. И правительство поддержало, министерство поддержало это направление. Видите, это, судя по всему, работает, получается. Ура! Мы очень этому рады. Да, благодарю вас. Да. В целом. А вы сказали, что вы раньше работали за рубежом. Где? Я, получается, также учился за рубежом в Германии и во Франции, и там же проводил научные исследования, а затем еще какое-то время проводил исследования в Южной Корее. У нас, кстати говоря, количество исследователей, аспирантов, докторантов, оно у нас растет, иностранных.
Но прежде всего, мы сейчас фиксируем, прежде всего, конечно, из Китая, но и из других стран. По-моему, из Китая увеличилось там количество аспирантов где-то около 25 или даже 28%. Не помнишь, Валер? Да, такой порядок: на втором месте из Казахстана, на третьем месте из Сирии. И в целом интерес к российской науке растет. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Добрый день. Владимирович. Ксения Гасиян, аспирант и научный сотрудник Федерального научного центра биологической защиты растений, город Краснодар. Ключевой темой на Конгрессе молодых ученых всегда является развитие кадрового потенциала в различных сферах. Я молодой ученый, который работает в аграрном направлении, и хочу обратить внимание на то, что среди молодежи, к сожалению, существуют некоторые стереотипы об аграрной науке как о малопрестижной и неинтересной сфере. И в своем выступлении мне хотелось бы на своем примере рассказать о том, что аграрная наука современная – это очень активно развивающаяся область, междисциплинарная, и в ней действительно можно достигнуть очень высоких результатов. Мое исследование связано с разработкой методики применения спороулавливающих устройств в мониторинге болезней пшеницы. Устройства, которые разработаны нашей командой, они позволяют выявлять споры патогенных грибов, которые являются возбудителями болезней. И это является элементом ранней диагностики. И важно отметить, что мы симптомов проявления болезни еще не видим в полях, а уже можем спрогнозировать развитие болезни и применить защитные мероприятия. Причем при ранней диагностике часто защитные мероприятия, при их применении можно использовать именно биологические средства защиты растений, а это очень важно для получения экологически чистой, безопасной продукции, для сохранения окружающей среды, и также это очень важно для здоровья почв. И направление исследования, оно междисциплинарное, и здесь ведутся для него необходимы и инженерные решения, и исследования биологии патогенов, и математические методы для прогноза. И данное исследование, оно было поддержано грантами Российского научного фонда, Кубанского научного фонда. В 2024 году команда нашей лаборатории стали лауреатами премии правительства Российской Федерации для молодых ученых за разработку инновационных устройств мониторинга. И в этом году удалось пройти конкурсный отбор на назначение стипендии для аспирантов и адъюнктов. Но самое главное, что меня вдохновляет, это то, что у нас есть бизнес-партнеры. И для меня это индикатор того, что методика действительно востребована и нужна людям. Поэтому мне бы хотелось бы порекомендовать ребятам обращать внимание на аграрное направление. И в конце хотелось бы поблагодарить вас за существующие меры государственной поддержки для молодых ученых. Благодарю вас. Вы сказали, что существуют стереотипы о том, что аграрная наука какая-то не очень интересная, не очень важная, не престижная. Откровенно говоря, для меня даже неожиданно, потому что мне кажется, что в последнее время все-таки мы этот стереотип уже в значительной степени преодолели. Действительно, существует очень много программ, и, например, в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» реализуется инициатива «Кадры в АПК», в которой очень ведется активная работа по привлечению молодых специалистов. Во многих университетах, вузах, центрах, могу рассказать на примере нашего центра, также ведется активная работа по подготовке высококвалифицированных кадров, и работа начинает вестись еще с профориентационной работы со школьниками, затем со студентами, абитуриентами в аспирантуру.
Поэтому программы существуют, но пока что не всегда наличие программ является показателем спроса на них. И поэтому пока что данный стереотип преодолеть не получается, но я думаю, что это дело времени. Ну, тем не менее, вы сами сказали, что у вас есть индустриальные партнеры. Да. Ну, значит, все-таки это двигается. Что за индустриальные партнеры у вас? Кто это? Это компания «Нейроника», с которой мы вместе работаем над нашими устройствами. Впоследствии мы планируем полностью автоматизировать процесс мониторинга для того, чтобы эта система она была очень удобна для любых пользователей. То есть не только чтобы исследователь, ученый, то есть научный сотрудник мог эти исследования воспроизводить, но и чтобы агрономы, которые работают в хозяйствах, могли ей воспользоваться. Я обязательно обращу на это внимание и министра сельского хозяйства, хотя она, конечно, заинтересована в реализации тех вот направлений, о которых вы сейчас сказали, но и курирующего вице-премьера обязательно переговорим. Вопрос ведь, когда мы говорим престижно, не престижно, это еще вопрос, извините, рекламы, да, это вопрос подачи материала соответствующим образом. На это, конечно, нужно будет обращать внимание. Что касается грантов поддержки со стороны Российского научного фонда, то в основном, в значительной своей степени, не помню, на сколько процентов, Андрей Александрович подскажет, по-моему, процентов на 40, как минимум, гранты Российского научного фонда направлены как раз на поддержку молодых исследователей где-то в районе 39 лет. Действительно, у нас процент молодых ученых, вот участники фонда, если посмотреть, 70% это ребята до 39 лет. Это участники. Там действительно возглавляют коллективы люди, может быть, постарше, хотя есть специализированные гранты именно для молодых руководителей таких проектов. И вообще, что касается молодых руководителей, у нас постоянно растет количество молодых до 40 или в районе 40 лет руководителей научных учреждений. Вот это количество постоянно увеличивается. И думаю, что мы будем продолжать вот такую тенденцию в работе с кадрами в этой важнейшей сфере. Так, пожалуйста, что еще? Здравствуйте, Владимир Владимирович. Позвольте продолжить. Меня зовут Радько Павел, аспирант Томского политехнического университета и лауреат стипендии президента для аспирантов. Сразу скажу, поддержка чувствуется, особенно в Томске. Спасибо вам за нее большое. Касательно работы. В Томском политехническом университете в рамках лаборатории моделирования электроэнергетических систем мы занимаемся вопросами возобновляемых источников энергии, систем накопления электрической энергии и сопутствующим оборудованием. Россия страна большая, и в связи с этим есть большое количество удаленных и изолированных энергорайонов, которым, тем не менее, необходимо качественное, стабильное энергоснабжение. При этом большие энергосистемы, единая энергосистема в России, которая включает в себя города, все мегаполисы, в ней много линий электропередач, много генераторов, и если что-то выходит из строя, то что-то сразу включается в качестве резерва, и негативный эффект почти не чувствуется. В удаленных энергорайонах там оборудование значительно меньше, и там уже аварии и любые какие-то изменения в сети внесут за собой гораздо большие последствия. Сократить ущерб или в целом решить эту проблему можно как раз с помощью систем накопления электрической энергии. Однако они должны не просто что-то выдавать, а должны выдавать конкретный объем необходимый и определенной формы. Чтобы это действительно так работало и не нарушало еще больше, нужна современная система управления этим оборудованием, которая содержит много контуров, много алгоритмов, подсистем и так далее, и нуждается в оптимизации под конкретные схемно-режимные условия. А поскольку удаленные энергорайоны, они все особенные, то и оптимизация занимает достаточно большой ресурс и по времени, и по в целом затратам. И в
мы в лаборатории работаем над тем, чтобы создать систему управления, которая будет в большей степени гибкой, адаптивной, чтобы в идеале можно было просто это оборудование приобрести, поставить, и оно уже само понимает, где оказалось и какие управляющие воздействия нужно подавать. Конечно, в этой области есть конкуренты в виде китайских решений, но когда в этих энергорайонах что-то принципиально изменяется, то есть что-то новое добавили, что-то как-то изменили, соответственно, и вся вот эта настройка, она требует пересмотра. То есть необходима какая-то обратная связь, а связываться с другой страной это гораздо дольше и не так удобно. Поэтому в данном случае вопрос технологического суверенитета, вопросы импортозамещения, они стоят достаточно остро, и действительно энергетика нуждается в этом. Также стоит отметить, что система накопления электрической энергии – это не какое-то нововведение ради какого-то статуса, престижа, то, что вот используются современные системы. Нет, это действительно имеет экономический эффект, и не так сильно нагружаются то оборудование, которое установлено сейчас, и, соответственно, это экономически выгодно. Но вот вопросы оптимизации, они несколько притормаживают это развитие. Спасибо. Ну, мы с вами знаем, что накопление, сохранение и передача энергии одно из важнейших направлений в энергетике на сегодняшний день. Особенно важно это, если мы развиваем альтернативную энергетику и возобновляемые источники. Это точно совершенно очевидные вещи. Вы сказали, что есть конкуренция. И одновременно отметили, что нам очень важно обеспечить технологический суверенитет. Это две вещи, которые, на первый взгляд, противоречат друг другу. Почему? Потому что если мы говорим о сохранении технологического суверенитета, то приходит самая простая в голову мысль – все иностранное запретить. Но тогда, в этом случае, мы рискуем при утрате конкуренции на рынке, рискуем получить продукт низкого качества и дорогой по цене. Здесь очень важно найти золотую середину. Но государство, конечно, обязано поддержать ключевые исследования с тем, чтобы на рынок у нас выходила конкурентоспособная продукция, и она была бы лучше, чем то, что предлагают конкуренты. В данном случае из-за рубежа. Ну и желательно, чтобы и на рынке-то была внутри конкуренция обеспечена. А что вы, как вы думаете, Павел, что нужно сделать для того, чтобы поддержать дополнительно подобные исследования, которыми вы занимаетесь? Ну, не запрещать китайское оборудование, но это как бы и так не происходит. Чтобы поддержать, налаживать связь между отраслевыми компаниями и научными группами, потому что именно они являются наиболее теми, кто заинтересован в таких разработках. Да, и у них при этом есть ресурс, чтобы масштабировать эту систему. То есть мы в рамках лаборатории можем что-то разработать, какой-то экспериментальный макет сделать, но мы не можем, разумеется, сделать там 100 штук. Мы не можем сделать 1000. А при сотрудничестве с отраслевыми компаниями, соответственно, это ближе к реализации. Да, я так и думал, что вы это скажете, поэтому попрошу Андрея Александровича просто пометить это. Полностью с вами согласен. И вот такая творческая совместная работа между потребителями того, что вы делаете, и исследователями, она очень важна для того, чтобы обеспечить конкурентные преимущества наших разработчиков. А это важно. Мы должны таким не административным способом, реально современным способом поддержать наших производителей, обеспечив вам обмен информацией и обеспечив таким образом рынок сбыта того, чем вы занимаетесь. Это важнейшее направление.
Это будущее энергетики, на самом деле. Спасибо, Поля. Да, пожалуйста. Добрый день, Владимир Владимирович. Я Герасимова Ольга, доцент кафедры управления человеческими ресурсами экономического факультета Южного федерального университета. На Конгрессе активно обсуждались темы, связанные с научными кадрами, поддержкой молодых исследователей. Я выиграла грант РНФ с таким, может быть, провокационным названием «Влияет ли счастье на академическую карьеру молодых специалистов?» Влияет ли что? Счастье. Счастье? Счастье. Но под этим названием скрываются на самом деле важные задачи. Выявить, какие факторы благополучия являются критическими для того, чтобы молодые люди выбирали науку и оставались в ней. Кто он, счастливый молодой ученый? Это человек, который горит своим делом, занимается любимым делом, это научными исследованиями. Он полон энтузиазма, энергии. Но в нашем исследовании мы опрашивали аспирантов, и глубинные интервью у нас были, опрос. Аспиранты называли и проблемы. Прежде всего, это проблема поиска баланса между образовательной деятельностью, преподаванием, научной деятельностью, организационной работой, кураторством групп, если это университеты, написанием отчетов. Страдают и другие сферы вследствие хронического дефицита времени, нарушается баланс между работой и личной жизнью, появляются проблемы со здоровьем, сном. Аспиранты сказали, что они спят 4-5 часов в сутки. Ведет к высокому уровню тревожности, и все это может приводить к выгоранию. И, соответственно, молодые люди покидают научную сферу, они чувствуют себя несчастными. Известно, что счастливый человек, он более производительный, но если не закрыты какие-то базовые потребности, то есть там, в еде, сне, отдыхе, возможности обеспечить себя и семью всем необходимым, то вот этот энтузиазм, он рано или поздно уходит. И вот чтобы этого не происходило, необходимо создавать условия, чтобы молодые специалисты понимали, что академическая карьера – это путь к достойной жизни, к максимальной реализации своего научного потенциала. И по завершению нашего исследования мы поделимся результатами его и готовы предложить программу благополучия молодых исследователей и преподавателей. Уже можно отметить кое-какие меры, да, которые возможны бы были. Это защита исследовательского времени. То есть, возможно, можно как-то установить, какое время все-таки аспирант тратит на исследование, какое на административную работу, организационную и так далее. Предложить программу поддержки здоровья, как физического, возможно, так и психологического. И обеспечить прозрачность карьерных траекторий, чтобы молодой ученый знал, что его ждет завтра. Спасибо. Ну, это очень интересное, важное исследование. И начинать нужно с самого понятийного аппарата. Что такое счастье? Да? Но это сейчас мы дискуссию открывать не будем, можно говорить до утра. Во всяком случае, это важно. И я очень рассчитываю на то, что когда вы закончите эту работу, у нас будет возможность масштабировать ваши результаты, не только применять их в области научных исследований, деятельности, научной подготовки кадров в этой сфере, но и масштабировать на другие области деятельности. Я бы, например, с удовольствием распространил результаты ваших исследований и применил бы их в работе региональных управленческих команд, правительства Российской Федерации или администрации. И, Андрей Александрович, вам нечего беспокоиться, вы полностью будете отвечать, я уверен, этим требованиям. Вам желаю успехов. На самом деле важная вещь. Спасибо. Это такая нешуточная работа, очень тесно связана с качеством когнитивных способностей человека, с их развитием и так далее. Ну, конечно, конечно. О чем же можно, на что можно рассчитывать, когда человек ничем не доволен или очень мало чем доволен? Ну,
Разве он может эффективно работать? А как сделать так, чтобы он был доволен и счастлив? Здесь не только повышение заработной платы, хотя и это важно, но не только. Здесь целый комплекс, набор всяких составляющих. Вы сейчас коротко об этом сказали. Ну, важные исследования. Желаю вам успехов, конечно. Спасибо. Так, ну что, мы будем заканчивать. Есть какие-то пожелания в организации нашей работы, еще что-то? Да, Станислав Владимир Владимирович, добрый вечер. Я попробую, оставаясь на волне счастья, продолжить тематику, затронутую коллегой из Томска, про энергетику. И у меня большая честь быть упомянутым в вашей приветственной речи про наш проект. Мы тоже занимаемся системой накопления энергии, главным образом химическими источниками тока. И наша такая флагманская тема, основное направление – натрий-ионные аккумуляторы. И эта тематика, она была как раз поддержана грантом памяти Евгения Павловича Велихова, который был инициирован вами в феврале на форуме будущих технологий. Я тогда очень внимательно слушал эту речь вашу и, честно говоря, не мог представить, что буду в этом непосредственно участвовать. Говоря про натрий-ионный аккумулятор, если коллеги больше, так сказать, занимаются проблемами системы контроля, этой системы, то мы больше занимаем, то есть головой и мозгами, то мы больше работаем, наверное, в сторону самого организма, а именно материалов, именно химии, всех процессов, которые происходят внутри. И как раз цель этого гранта, цель большого проекта – это разработка технологий от материалов, то есть от активных материалов, кто-то до электролита, до электрохимической ячейки, самой аккумуляторной ячейки. Мы называем это таким целостным сквозным путем, пакетом этой технологии, которая не может существовать в каких-то отдельных имплементациях. Поэтому важно смотреть на это все целостно. Ну а как вы знаете, вообще натрий-ион – это технология, которая дополняет существующий литий-ион, расширяет, развивает. В том контексте, в тех нишах, где энергоемкость высокая не очень важна или дорога, а может быть даже и вредна, но важна стабильность, долговечность и экономическая обоснованность. Этот проект мы ведем в кооперации с Красноярским краем, где как раз есть вся необходимая ресурсная база. И те самые применения, о которых я упомянул, а точнее это применения, связанные с, например, системами бесперебойного питания, которые обеспечивают качественную электроэнергию постоянную, или же, например, системы балансирования генерации и потребления, которые могут позволить эффективно использовать всю нашу генерацию, которая, в частности, в Красноярском крае имеется, это различные ГЭС, ТЭЦ и так далее. И сама технология натрий-ионных аккумуляторов, она примечательна в том числе и тем, что ввиду химии и химических процессов, в частности, например, замены медного токосъемника на алюминиевый токосъемник, такая технология, она не только более дешевая, но и она еще и более безопасная, поскольку натрий-ионные аккумуляторы можно разряжать безопасно, что называется, в ноль, то есть полностью. И эти же самые аккумуляторы ввиду химии соединений, связанных с натрием, может быть более низкотемпературной, что очевидно, характерно и важно для больше, наверное, половины нашей территории нашей страны, поскольку среднегодовые температуры как раз часто находятся ниже 0. Я бы хотел поблагодарить вас, прежде всего, РНФ, Андрея Александровича Фурсенко, за ту беспрецедентную возможность, которая сейчас дана натрий-ионной тематике, а также правительству Красноярского края. И также еще сказать, что в рамках этого большого проекта мы, конечно же, осознаем проблему вообще этой всей большой области и, в частности, проблему нехватки кадров, поскольку такая широкая тематика металлонных аккумуляторов в нашей стране очень бурно развивается, и важно создавать специалистов для сегодняшнего дня и для будущего. И мы, соответственно, хотим масштабировать свой уже имеющийся опыт обучения молодых ребят, создания команд, о чем говорили, и предложить образовательные программы, специализированные в этой среде. Об этом уже мы предварительно, мои коллеги старшие, разговаривали с Валерием Николаевичем, и которые впоследствии должны перерасти в, может быть, даже университет, скажем так, аккумуляторов, такой центр компетенций. И сопровождать дальше тематику уже, когда она, соответственно, будет переходить в промышленное русло полностью. На этом у меня, наверное, кратко все. Спасибо вам большое. Да. Станислав Сергеевич, я уже сказал, и
для вас, как для специалиста, и для многих других из смежных отраслей понятно, что это сегодня одно из важнейших направлений в сфере энергетики, важнейших исследований. Это накопление, сохранение энергии. Но важен весь цикл использования этих аккумуляторов. Вы ничего не сказали об утилизации. Владимир Ильич, это не вопрос задают, А то на самом деле. специалисты в области аграрной науки скажут: Станислав Сергеевич, вы нам загадите всю почву. Куда нам девать эти аккумуляторы? Этот Будете вопрос... использовать ветряки, там, солнечную энергетику даже, и энергетику волн можно использовать, чего только нет, природа там чего только не предлагает. Надо накапливать энергию, сохранить ее и передать. Ну, сохранили, накопили. Но это что приходит со временем в негодность. Что делать дальше с этими аккумуляторами? И есть ли здесь баланс между так называемой возобновляемой энергетикой и утилизацией вот этого накопляемого постепенного вреда? Мне этот вопрос часто задают, а что же делать действительно с отработанными аккумуляторами? Я знаю, мне тоже. Да, и я на этот вопрос отвечал всегда, ну, так скажем так, теоретизируя, а потом мне это немножко надоело, и мы в лаборатории начали заниматься этим вопросом экспериментально, предметно. То есть вас достали. Вот, мы даже патент выпустили по переработке материалов для натрионных аккумуляторов. Вот он получен недавно. Я вот тут хотел очень просто коротко сказать. На самом деле натрионная технология, она чуть более чистая, чем литий-ионная. По крайней мере, она не содержит кобальта. Это очень важный аспект. Кобальт такой, скажем так, проблемный металл, проблемный элемент. Его даже вот, когда открыли, его нарекли этим, можно сказать, ему такую судьбу предрекли. По происхождению кобальт — это злой скандинавский дух, поэтому вот когда этот металл, собственно, впервые обнаружили, как-то ему судьбу определили. Нету кобальта, и более того, так как основной элемент, определяющий суть аккумулятора, это натрий, а не литий, например, то и его больше на порядке, чем лития. Его, можно сказать, извлекать не надо, поэтому вообще, в принципе, процесс переработки натрионного аккумулятора легче. То есть количество элементов в натрионном аккумуляторе химических меньше. Поэтому вот те технологии, которые позволят это делать, ну, они проще реализуются. Но, видимо, вот если говорить о полном цикле, то сразу нужно предлагать и технологии утилизации. Конечно, бесспорно. Те технологии, они будут в каком смысле специфичны под конкретные материалы, которые войдут в эту технологию. Поэтому это неразрывная связь. И закладывая новые материалы, закладывая промышленные уже потом процессы, то есть нужно осознавать, как с ними дальше работать на уровне утилизации. Мы этим обеспокоены. Поэтому, я говорю, мы и патент сделали и так далее. Это очень важно, потому что идет определение, на что делать ставку, куда больше вкладывать ресурсов, в литий там, или какие-то другие вещи. Вот, ну, нужно обязательно обосновывать каждый элемент вашей работы. Мы с удовольствием это будем поддерживать. Спасибо большое. Вам удачи, Станислав Спасибо. Сергеевич. Ну что, я хочу вас, во-первых, поздравить с тем, что вы приняли участие в 5-м конгрессе молодых ученых, и поблагодарить за сегодняшнюю беседу, и пожелать вам успехов в вашей работе, научной, исследовательской, в производственной. Самое главное, чтобы быть счастливым, это добиваться того, чтобы то, чем вы занимаетесь, причем занимаетесь в ходе творческой работы, вот это нет ничего более приятного, чем заниматься творческой работой. Человек все время думает, чего-то добивается, ищет, находит, а потом видит, что его идеи реализуются в жизни, на практике и приносят пользу. Вот мне кажется, что это то, к чему надо стремиться, и я хочу вам пожелать вот такого результата. И в конкретных исследованиях, и в жизни в целом. Спасибо вам большое, удачи. Владимир Владимирович, ребята просили сфотографироваться с С вами. удовольствием.